Да, ребят, всех приветствую. Давайте сегодня посмотрим сейчас решение ФРС. Я зайду на CNBC. Без задержек мы посмотрим прям прямую трансляцию, потому что это очень важно. Видите, везде на главных экранах. Так, надеюсь, работает интернет замечательно. Сейчас я проверю еще раз. Да, очень важное решение. Если он поднимет даже на 0,75, этого не было с 1994 года. И это означает, что, ну, как было сказано, все или ничего. То есть очень сильная такая борьба идет с инфляцией. Так, сейчас посмотрю, работает ли стрим. Смотрю ленту новостей. Сейчас мы включаем CNBC. Так, смотрим. Да, меньше остается около 5 минут. Включаем трансляцию. О, кстати, они изменили, проигрывайте. Сирия нам не нужна. Окей, смотрим. Значит, на одном экране у меня будет... Давайте я выведу график S&P 500, во втором у нас будет CNBC и ленту срочных новостей. Я вам обязательно скажу, чего там будет. Так, первый вопрос. Работает ли у нас? Да, музыка окей. Значит, смотрим. Я открою минутный S&P 500, минутный QQQ. Техи должны чуть всего, ну, да, они более чувствительны к ставке. Тут же я зайду в свой Тинькофф. Так, где CNBC у нас скрылся? CNBC. Смотрим CNBC. О, важные новости, ребята. Matheson, along with Kelly Evans, the Fed decision on interest rates just minutes away. Will they hike by a half a point, by 3/4 of a point, something the Fed hasn't done in 28 years? The central bank's response to surging inflation to impact every corner of the economy. Frankly, Kelly, for financial nerds like us, it doesn't get any bigger than this. This is a biggie. It is. Before we get to our panel of experts, here's a quick check on markets going into the event. The Dow, all the major averages really hanging on to gains. But the Dow is up 215 points, the S&P is up 41, and the NASDAQ is now up more than 200 points. We are off session highs, though. Dow earlier on was up more than 300, and there's the 10-year, 3.4%. All right, let's welcome our pre-decision panel. David Kelly with JP Morgan Asset Management, Mona Mahajan, Edward Jones, and Western Assets, John Bellows. I'm going to begin. We'll get to your predictions about what the Fed will do, and we'll add your voices to those of many others who we've heard from today. But Mona, I'm just going to ask you something about how Americans should feel. My wealth is down. I'm not as rich as I was 3 months ago. My prices are up. They're up a lot for food and gas. I'm spending more. And now my interest rates are going to go higher. Ребят, со звуком нормально все? Скажите в данный момент. Can you help me feel better? Да, если у вас не работает, обязательно давите браузер, потому что сейчас должно работать замечательно. Давайте я тут же открою во втором окне вам QQQ, это самое важное, это 100 главных компаний США, это техи. Я переключу на 15-секундный график. Так, смотрим, ждем. Значит, 15 секунд на QQQ выглядит вот так вот. Market cycles, economic cycles are a natural part of being an investor. And yes, we are down 20%. Да, на минутном он, кстати говоря, усилил сопротивление внутри дня. Я вам сейчас сказал, что посмотрим, как отреагирует, потому что мы очень сильного уровня стратегического. Я жду на S&P 500 и 200 скользящую, но 200 скользящая на недельном у техов, у QQQ, это тоже сильнейший уровень. Значит, снизу QQQ, смотрим. Yes, painful time, but keep in mind you've had a good run, and perhaps you're starting to Так, я пока зайду в Тинькофф, может быть, мы быстро сможем что-то отыграть. Нет, кроме биткоин прыгнул вверх, ничего нет.
Так, слышно слишком громко, Сейчас я сделаю. Сейчас должно быть получше. Смотрим. S&P 500 и QQQ. Fed Decision. Слушайте, это не музыка, это музыка, что есть какие-то сумасшедшие басы, которые сделали. Так, смотрим. Если что, рынок может очень хорошо упасть, если он пробьет минимум. И мы точно дойдем. Я вам скажу мой план. Давайте быстренько, пока мы следим. 1 минута до решения ФРС. 360, если дипнет QQQ, я не знаю, ну я имею 370, например. Это будет хорошим, возможно, бай за дипом. Сейчас посмотрим. Так, пока нету, 1 минута. В ленте там тоже все с ума сходят. Так, пока я вхожу в код повторно. Если что, я открою в Interactive Brokers. Кстати, QQQ пробивает свой максимум за сегодня. Но S&P 500, кстати говоря, лагает очень сильно. И это довольно удивительно увидеть. S&P 500 лагает как QQQ сегодня. Это хорошо для рынка в плане того, что тихий самый основной вес, поэтому важнее, что они делают. Так, смотрим, ждем. Вау, уже что-то вышло. Так, 75, подняли ставку на 75. Пунктов. Как и ожидалось, as speculated. Это то, что закладывали фьючерсы поднятие на 75. То есть, ну, по идее, это уже как бы отыграно, оказалось. Ну, этого не было с 1994 года США, и это признание того, что очень высокая инфляция в США, то есть это прям кричащее действие ФРС, очень жесткое, и это плохо для, ну, по идее, экономики, поднятия ставки. Да, это как в России тут же спешно Набиуллина пыталась снизить эту ставку, потому что ничего невозможно взять, ни кредиты, ни купить недвижимости, поэтому... Ну, то есть это сильный такой шаг, то, что рынок может двояко воспринять. С одной стороны, они закладывали 75, с другой стороны, если мы смотрим на перспективы, да, вот интересно, что будет дальше. Fed видит высокие риски инфляции. Все остальное как обычно. Значит, поддержка, ну, вот этот balance sheet с поддержкой экономики, значит, уменьшение ее идет по плану. И, значит, ФРС видит инфляцию 5,2% к концу 2022 года и 2,6% к 2023 году. This was unanimous except for the fact that Esther George, the Kansas City Fed president, dissented, wanting a 50 basis point increase, which is interesting in and of itself. Как обычно, безумная волатильность на этом решении. Знаешь, ты можешь только прочитать. Вот насчет того, закладывали они 75, это да, но а с другой стороны, должен понять, это очень жесткая борьба с инфляцией, и это нехорошо, ну, как бы для инфляции хорошо, но для того, для экономики самой, это не самое лучшее. Is what do you say? Да, самое большое поднятие ставки с 1994 года. Это тихий, и все остальное, собственно, осталось в таком безумном волатильном движении. Да, но самое основное, зачем я вот лично слежу, сейчас я открою, давайте уберем. Пока сейчас вы даже не пытаетесь, если нет какого-то определенного четкого движения, реакции, но это тоже такое сомнительно. На хорошие новости вы увидите мгновенное движение в нужное направление. Просто. Это проще простого. Поэтому частенько можно сказать, стоп на минутную свечу и полетели. Сейчас его нету.
Смотрите, если мы смотрим на недельный QQQ, опять же, мы очень сильной поддержки нисходящие. Вот, я поставил уведомление на пробой максимума недельной свечи, но пока его, естественно, даже близко пока нет. 75, да. 75. Так, S&P 500 и продолжает без движения. Для шорта я бы предпочел пробой, то есть, ну, у меня логика простая, вот чего я жду. Для лонга техов, вот на решение ФРС, мне нужно пробоя недельной свечи максимума. Для шорта всего рынков, собственно, шорта всего техов, мне нужен пробой минимум. Как минимум 274. Мы и не там, поэтому я спокойно сижу и наблюдаю за этой волатильностью, которая происходит. Опять же, повторяю, для экономики это не гуд для американской. Это, ну, очень жесткий шаг борьбы с инфляцией. Так, что еще они пишут? Ничего, в принципе, на рынке нету. ФРС, смотрите, вот это, кстати, может быть интересная вещь. ФРС планирует снижать ставку, да, в 2024 году. В 2024 году они планируют снижать ставку cutting rate, только начать снижать ставку. Как вам такое? Так, значит, QQQ на дневном перевернулись. Это то, что я говорю, полное казино. Держать через отчет. С такой волатильностью любой стоп даже снимается. Да, самое важное, то, что я вижу для меня, например, в 2024 году, это понижение ставки. A lot of words in the last 6 months, and look at what's gone on with mortgage rates, with high-yield debt spreads, and all the other things, and stock valuations. Нет, я бы понаблюдал. У меня есть триггер на шорт, у меня есть триггер на лонг, мы видим совершенно сильное падение рынка, но должен быть триггер на вход, чтобы не попасть, опять же, на вот эту консолидацию. Вот в этой консолидации можно было много чего потерять, как минимум часть прибыли. Поэтому мне хотелось бы попасть на такой же боковик, а какой-то момент он должен пойти при пробое того или иного минимума. Давайте посмотрим QQQ. Смотрите, QQQ спускается вниз, вот у меня тут справа на минутном. Я смотрю на дневной. И тут же все стало красным. Microsoft, Apple, смотрите, как сильнее всего Apple отреагировал на это все. Негативнее. Смотрите, как Apple полетел вниз. Дневная красная свеча. Волатильность как тут же отпрыгнула от 30, посмотрите. Бум, круглое значение цены, и тут же отлетело выше. Вот. Для продолжения шорта я бы хотел увидеть прыжок волатильности выше 35. Я даже поставлю себе уведомление. Это очень важно. Значит, это означает, что у нас снова начались панические распродажи, мы полетели вниз. Да, рынок разворачивается. Ну, как бы инфляции такой не видел сейчас. John says that there are already signs of a dramatically slowing economy baked into the cake. Все, я сделал потише. Так, рынок идет ниже. Я понаблюдаю, как будет идти дальше. У меня есть триггеры на вход на дневном. Опять же, буду ждать подтверждения. Да, S&P 500, если вы посмотрите на карту рынка, которую я вам нанес, и она очень полезная вещь на самом деле, сильная поддержка 200 EMA, это $360, это то, что я определенно очень внимательно буду смотреть. И 100% вы просто, я бы сказал, обязаны отыгрывать отскок рынка от 340, если он опустится. Это доковидный максимум, ребят. Это сильнейший уровень, то, что было сопротивлением. Смотрите, оп. Вот эта вершина становится сильнейшей поддержкой. То есть это на то, что я буду смотреть. Но если смотреть в масштабе, даже близко пока разворота какого-то S&P 500 его даже не видно в моменте. Вот, 360 это на недельном 200. Так она выглядит. И мне кажется, ну, хотя бы логичнее было бы увидеть не зависание S&P 500 в воздуха, но падение ниже. 360, видите, 363, $360. Вот моя цель как минимум на S&P 500, поэтому я ставлю на падение. Но нужен триггер.
Смотрим, что делает у нас Викс в этот самый момент. Смотрите, как Викс прыгает из стороны в сторону. Тоже нужно быть осторожным. Когда вы видите Викс больше, ну, вот больше даже 30, он уже ведет себя рынок не особо адекватно. Так, смотрю, что еще есть на ренте. Dollar currency index rises after Fed decision. Что у нас делает золото, интересно? Например, нем. Также. И что у нас делает? Давайте посмотрим какие-нибудь авиакомпании. Да, они тоже погружаются в плюс. Видите, как Apple резко. Ну и, собственно, больше ничего из громких новостей. Больше ничего. Treasury yield. We've seen stocks give up most of their gains. Rick, we saw the Dow up 400 points earlier today. We were up about 100 going into the meeting. We briefly dipped negative. Сейчас я вам зачитаю. Right now, Nasdaq still up 1%. This now, any comment on why we might be fluctuating more to the downside just in the last couple minutes here? Yeah, I really do think as this sets in, we are going to continue to see interest rates be the... Ну, некоторые аналитики, например, считают, что поднятие вот этой ставки до 75 базисных пунктов, что произошло, опустит рынок ниже. There's more flattening going on than steepening with regard to the yield curve since the 2 o'clock decision was announced. And I really do believe that Да, the Fed may ну be это right то, in что я вижу, projections of поэтому inflation. это то, что я, But в принципе, вам therein lies the писал. problem. Once again, what we have То, here что я is a писал, failure что to если communicate. ФРС 75 это Even if the нехорошо, Fed и тут все inflation написано, numbers если down можете to почитайте. 2.5 or 3% by the end of next year, let's say. That doesn't mean prices are going down. That just means Видите, это также несет ущерб экономике и может стать главным катализатором рецессии. Во, это то, чего еще больше боятся. Рецессии, замедление доходов технологических акций. It's about moving down that they're most interested in, and I don't see that on the horizon anytime soon. ФРС сказал, что они ну, очень сильно, очень жестко будут пытаться снизить инфляцию до 2%. Сколько там, 8,6 недавно было? Но они могут заявлять что угодно, а цифры будут говорить. Поэтому я говорю, сейчас важнее всего цифры по инфляции, как они будут идти. Помните, раньше мы следили все за кривой ковида, случаев ковида. Сейчас нужно будет следить за, как только мы увидим закругление инфляции, как тогда искали закругление ковидной вот этой кривой, тогда мы, значит, рынок должен будет найти дно. Нет, лучше понаблюдать данный момент. Триггеры есть, пробой минимума, пробой недельного максимума и полетели. Все, что между ними, это потеря времени будет. Прыжки с стороны в сторону. Викс сумасшедше прыгает туда-сюда, конечно. Сейчас я слушаю, чего они говорят еще. Смотрите, что делает Bank of America, тоже вниз. Now the Fed's at 3.8 for next year and the market's at 4. So the gap between the market and the Fed is much lower. And the question you have to ask yourself, the only thing I think that matters from an investment standpoint is, do you feel like 4 is enough to get the job done, to take control of inflation? Сейчас я смотрю еще ленту. Price into нет, ничего интересного. The Fed has unbelievably or uncharacteristically priced where it's going, and this is where the market is. It's not the worst of all outcomes. Самое интересное. Сейчас будет пресс-конференция Пауэлла, а мы помним, что рынок также неадекватно себя ведет на пресс-конференции Пауэлл конференции. Пока прямой ссылки нет. Непонятно, палевный. I will dissociate myself from that remark. In a practical sense, what does it mean that the market and the Fed may be actually approaching one another on where? What does it mean to me?
It means you don't have to come in every 21:30, morning and have the насколько я market понял. swinging Сейчас by посмотрим. 300 basis points. Они также будут его Because the Fed транслировать are будут. 50 Мы basis посмотрим в прямом points, эфире. next week or next month. It means if we Рынок can get to a частенько place очень where ждет there's some движения, agreement значит, on the outlook что and скажет what Пауэлл, the чтобы сделать task свое is at движение. hand, we can take some of the volatility out of this market, and it means that if you're a bond trader, you come in the morning and you're not guaranteed to lose your shirt at the end of the day. Wouldn't that be nice? Mike Santoli, you want to Значит, give us a есть parting теперь comment here? ставка фьючерса указывает на то, что в июле будет аналогичное поднятие ставки на 75 базисных пунктов. Key to listen for, though, from Chair Powell То is есть и дальше what будет cost жестче is the committee willing ее to поднимать. accept for success on inflation? Yes. Right? You have the consensus projection of unemployment ticking up higher very modestly, and you know he's never Пожалуйста, been микрофон. very strident about insisting that a soft landing was the likeliest scenario. So it's Пока really about бесполезно they что-либо still, открывать, потому что мы it's попадем part только of на the plan. You волатильность. have to say maybe we'll get lucky. Единственное, зачем and мне maybe очень the хотелось numbers will наблюдать start за to work in our Виксом. favor, and we're moving in the right direction on rates. Давайте And, вместо you know, этого we сюда can мы вытащим consider the тогда 2023 Викс. projections just some academic exercise, you know, until we know the actual facts of what happens between now and then. All right, and again, we should mention the market looks very similar to what it looked like before this decision hit. Dow's up 76 points, 10 years at 341. Очень странно себя ведет Викс, серьезно. Это то, что я говорил еще неделю назад, 2 недели назад, о том, что если рынок, значит, если Викс падает, а волатильность не, значит, если волатильность падает, а рынок не растет, то это довольно-таки смешанные сигналы нам подает, и мы видим падение за падением. Ну, это как такой нормальный медвежий рынок. Пожалуйста. Так, давайте подождем, что у нас скажет Пауэлл. Тут будет на ленте огромная череда. В принципе, мы, знаете, очень оперативно у нас ребята переводят. Вот, видите, с фьючерсом процентную ставку в США показывает 93,4% вероятности повышения на 75 в июле уже теперь. Вот, поэтому сейчас будет как ФРС выступать, очень быстро у нас ребята будут переводить прям его прямую речь. Уместное дальнейшее повышение ставки. Самым большим с 1994 года. Пока ничего нету, ждем, в принципе, можем подождать. Так, что еще тут интересного? Да, самое интересное для нас должно быть то, что они прогнозируют снижение ставки в 2024 году. То есть это первое снижение в 2024 году. Вот. А повышение ставки может привести сильно к рецессии США. И опять же, алгоритмы ходят на ожидание Пауэлла, как это было и в прошлый раз. Да, я вот тоже, я бы даже сказал, я был бы рад, если это был бы наконец-то медвежий рынок такой на годик. Потому что пошортить мы сможем. Вот. А чем ниже он падает, тем огромные вообще возможности для инвестиций появляются. Ну, не для инвестиций, а, скажем, для такого прям стратегического позиционного трейдинга. Потому что, ну, это приятно будет увидеть. Представляете, вот он, ковидный максимум. Запомните этот уровень. И определенно, если S&P 500 туда опустится, покупайте его. Это будет нереальная возможность. 100% будет, давайте скажем, 99% будет отскок от этого уровня. Чисто технически. Поэтому я говорю, я бы хотел увидеть очень сильно мощную распродажу на S&P 500. Даже по логике, давайте посмотрим на панель приборов. Я объясню, чего я жду и что было бы круто. Значит, во-первых, панель приборов, вот она. Мы видим VIX, который прыгает туда-сюда и никак не может пробить свое сопротивление в $35. Дошел до 200, между прочим, идеально выполнил мою цель. Смотрите, что он делает. Он падает снова. VIX снова падает. При этом рынок вырос, ну, если смотреть в этом масштабе, он вообще не вырос. Он просто на уровне. Это мне свидетельствует о том, что он как будто подзаряжается, чтобы рынок спускался ниже. То есть это мне говорит о том, что это медвежий рынок. Второе, я бы хотел реально такую сильную капитуляцию, потому что без паники рынок не найдет дно.
хотя бы на какой-то момент, ну, знаете, сделать такой стратегический отскок, давайте скажем, к 50-й, если мы говорим к 100-й, может быть, даже так. Потому что если мы говорим о медвежьем рынке, ну, во мире медвежьего рынка мы отпрыгиваем к 100-й, потом падаем еще ниже. Но как минимум такой, знаете, среднесрочный хороший тренд поймать можно будет именно, если мы увидим взлетающий викс, давайте скажем, к 40. Вот эта отметка. Вот это то, что я жду. При этом я жду падения S&P 500 резкого, потому что, чтобы была паника. Тут же мы получаем смещение баланса покупателей и продавцов в сторону покупателей. Потому что все в панике избавились, а покупатели начинают думать, ой, это уже интересно. Вот, и это было бы идеальным решением, конечно. Как минимум 200 и 200 EMA, пусть он дипнет большой свечой с взлетом VIX. Потому что посмотрите на недельном, на S&P 500, ну, опять же, ну, хочется его дотянуть до 200 скользящей. Если бы QQQ и S&P 500 пришлись в один и тот же момент времени на 200 скользящую, это было бы очень сильно. Так, смотрим, что у нас Пауэлл. Пока ничего. Пока ничего. Рынок туда-сюда. Так, давайте посмотрим, что у нас там. Серьезно, даже сейчас, если вы посмотрите, мы видим взлет индекса. Ну, давайте скажем, да, какой тут позитив. И я не зайду в лонг даже в этот позитив, потому что, ну, во-первых, ФРС не выступил. А во-вторых, кстати, на VIX он падает и падает и падает. То есть, ну, реально очень странная ситуация. Понаблюдаем, что он скажет. Да, значит, на пресс-конференции может быть даже более важна, чем сама ставка. Вот 10 минут, еще остается 10 минут, ребят, до решения. Поэтому смотрите, как рынок вернулся тут же туда, где он был. О, смотрите, как он вивап не смог пробить. Вот, поэтому будем ждать. Будем ли ждать решения слов Пауэлла? Because that's what's going to be embedded into wage demands. That's what's going to be embedded to inflation going forward. Randy, why didn't they adjust the pace of quantitative tightening, which is starting off at a pretty small clip? I think it actually literally only started today. If they're going to go forward with much more aggressive rate hikes, was there an option to lean more heavily on balance sheet tightening instead? And if so, why didn't they pursue that? Если посмотреть в масштабе на 700, он настолько вообще, настолько слаб в моменте. Вниз и вниз и вниз. И, кстати, давно он не видел такого падения. Вот он, QQQ. Гора. Мое уведомление стоит на пробою максимума свечи. Это 283, сейчас скажу точно, 283,2. Я слежу за этим уровнем. Тогда мы можем сказать, что техи нарисовали молот, и окей, они сделают какой-то отскок. Но пока нет, ничего нет. Такое может быть тоже, опять же, затяжные. 2000-е годы я не думаю, что кто-то из текущих ребят застал, но и такое падение может быть. 2009 года, больше года. Пока что позитивно, если мы говорим про позитив, это то, что QQQ зеленый при красном S&P 500. Но VIX, смотрите, он заваливается просто нереально. Рассел на ковидном максимуме. Я считаю, это признак слабости. Вот многие, да, могут сказать, я видел там, значит, да, двойное дно. Для меня это признак слабости. Потому что, окей, он дошел до этого. Во-первых, он сделал красивый флаг, что-то вроде ARK. ETF 1 в 1, RKK. Так, да, я открою правильный график. Да, 8 минут. Давайте тоже посмотрим. Значит, смотрите, я смотрю, например, дневной ARK. Дневной ARK. И мы видим вот такой вот красивый клин. Сейчас я выберу. И, значит, он тоже пришел к двойному дну. Многие могут сказать, о, надо покупать, но учитывая, как выглядит рынок, я бы предпочел понаблюдать в первую очередь. Все, он упал с этого медвежьего клина, дошел до первой цели, примерно. И то же самое делает Рассел. Смотрите, что делает Рассел.
упал в медвежьем клине, сделал снова какую-то мини-консолидацию, снова упал. Но для меня это слабость. Для меня это признак слабости. То же самое делает SMH, только уже пробили его. Много очень всего выглядит слабенько. Вот смотрите, я смотрю AMD, например, и он точно так же вылетел с своего флага и тоже слабенько выглядит. Поэтому мы у важного уровня, ну и не зря мы задержались, собственно, правильно? Не зря рынок, собственно, задержался сейчас на уровне на этом. Потому что QQQ дошел до своей поддержки. И вот этот моментум мы очень хорошо собрали, но пока ничего определенного нельзя сказать. Поэтому пробой максимума, пробой минимума, поставили себе триггеры и наблюдаем. Я не слышу музыки, я слышу только басы, где я сижу, если честно. Вот, QQQ. Давайте еще раз проверим S&P 500. То есть, если мы говорим, например, по DJI, про Dow Jones. Dow Jones, смотрите, как выглядит интересно. У Dow Jones будет скоро, во-первых, 3000 юбилей, ребят, у Dow Jones будет. Это тоже событие, которое не пропустить. Он чуть-чуть не опустился до него, между прочим. И до 200 скользящей. И тем не менее, я не знаю, если будет рецессия, если будет замедление доходов технологических акций, то мы определенно можем в медвежий рынок войти на какое-то время. Поэтому я сижу, вот даже сейчас, я месяц сидел назад, значит, с горящими глазами, что как это круто. Вот, и тут бах, значит, S&P 500 вводит эту комиссию 1% на валютные вклады, и ты понимаешь, что ты не можешь хранить. И вот сейчас дубайскую недвижимость купить, но я понимаю, что я больше заработаю гораздо на этой просадке, сколько бы я ни ждал. Вот, мы дождемся этого разворота, и мы просто купим там, где нужно будет. В момент, там, когда VIX будет все это подсказывать, когда кривая, значит, инфляция пойдет на спад. Стоит того, чтобы подождать. Как сказал кто там у нас, не Николас Дарвас, а Джесси Ливермор, что я зарабатывал больше не тем, что я что-то делал, а тем, что я просто сидел. Сидел, пока ждал, пока позиция отыграет свою стратегию, да, либо сидел, ждал, когда, чтобы возможности, чтобы открыть позицию. Для меня это уже возможность началась, теперь только ждать. До сих пор шорт МЮ в плюс 8%. Молодцом. Давай посмотрим МЮ. О, вау, смотри, какой МЮ слабый. Сейчас. Это недельный, сейчас посмотрим дневной. Да, слушайте, МЮ скинул участник. История такая с МЮ. Шикарная находка нашего участника в чате по МЮ. Но я на него давным-давно смотрел. Я видел этот симметричный паттерн. Посмотрите, какая красота. Просто какой-то мегафон чего-то расширяется. Причем он же взлетел. Как это идеально все красиво происходит. Но это все в контексте скользящих. И упал пробел. Вот тут он нам говорит МЮ. Мы заходим. Близкий стоп. За вот этой консолидацией. Тут был 100% вариант. И он упал еще ниже. По идее, он должен упасть еще ниже. Давай скажем, как минимум, ты должен увидеть 12% с этой точки. Ну, вот примерно, смотри, он до нее отпустился. Но я думаю, он упадет гораздо ниже тоже. Шикарно. Вообще. МЮ до этого был гигантский какой-то восходящий такой клин. Опять же, все в контексте скользящих. Почему? Потому что это был недельный график. Так, остается 4 минуты. Вот он, недельный график. Вот оно, касание соты скользящих. Почему я говорю, что паттерны это все вторичное. Первичное это именно скользящие. Смотрите. Бум. Коснулись, полетели вверх. Бум. Коснулись 20 и мы на недельном упали вниз. Идеальные точки для шорта. Как ювелирно. Вот именно поэтому мы в данный момент смотрим за QQQ и за его 200 скользящий. Именно поэтому. А знаете почему, кстати говоря, по поводу техов, вот я поставил уведомление, но не принимаю какое-то действие прямо сейчас. Я вам скажу так. Есть такое правило, пока у нас 4 минуты. Есть такое правило, если уровень был отыгран чуть выше, вот вы, например, следили за 200 скользящей, у вас тут стоит заявка. Тут вы видите, что цена в дюйме останавливается, разворачивается и улетает вверх. А вы сидите, раскрыв рот, и думаете, а почему она не дошла до сильного уровня? Вот будьте уверены, что этот уровень уже отыгран. Потому что это, в принципе, не уровень, а зона. Поэтому, когда я увидел вот это вот, практически коснулись, взлетели наверх и снова упали, у меня вот пока сомнения, удержит ли в этот раз сильнейший просто уровень поддержки. Потому что отыгрыш уже был. Частенько такое вы увидите, и это означает, отыгрывать больше не стоит. Смотрим. Смотрите, как авиакомпании падает ужасно.
Так, смотрим 3 минуты до Пауэлла. QQQ все по-прежнему спускается ниже. Окей, ждем. Давайте посмотрим, чего они говорят там у нас. S&P 500, о, вау. Вы знаете, что мы можем частенько увидеть? Когда S&P 500 в ожидании каких-то событий, он начинает рисовать паттерн. Это тоже очень эффективно. Очень часто на ожидании событий вы видите какой-нибудь паттерн, который рисуется. Я бы сказал, что это слишком рано, но понаблюдаем. Знаете, как он вивап не смог пробить и откатился. Я могу сделать, кстати, микрофон вот так, пока мы 2 минуты ждем. Могу сделать Edit Filter. Могу выключить, и будет вот так, чтобы вы музыку слышали вместе с басами. Вот, это мой единственный, скажем так, концерн, почему я не особо оптимистичен насчет этой поддержки. Хотя в другой момент я был бы очень рассчитан. И почему моя цель именно S&P 500 и его 200 как минимум. Ну, дюйм совсем остался, но опустите рынок ниже. С паникой с хорошей нужно его только опустить. Пусть все выйдут, кто держал, и немножко загрузятся те, кому нужно. Ужасно громко шумит музыка. Сейчас я включу обратно. Кто сказал, нужны и басы, и музыка, поэтому я добавил немножко. Видите, да? 75 базисных пунктов. Так, ждем минуту, ребят. Ждем минуту. Сейчас попробую наушники. Наушники есть? В моей сумке там есть черные такие самсунговские. Ждем. Все, вот сейчас уже пойдет лента, забитая Пауэллом. Камень. О, есть у меня ссылка на FOMS, если вам нужен. Смотрим. Yeah, not that he wants to get into a nominal GDP discussion, but it would be refreshing to hear him say, you know, an economy that grows 10% nominally last year. Так, это уже можно вырубить. Смотрим в прямом эфире. Вот он, Пауэлл. Сейчас он что-нибудь будет базовое говорить. I will begin with one overarching message. Так, я не знаю, слышите меня или нет. В общем, сейчас. Окей. Ну, в общем, как обычно, необходимо снизить инфляцию. И инфляция слишком высока, и тут же рынок реагирует мгновенно. Смотрите, они даже отключили чат. И они balance sheet уменьшают свои. Все то же самое, что мы видели пока. И он сказал, что в первом квартале экономика США упала. Почему Пауэлла не слышно? Потому что я слушаю в наушниках теперь. Вот он, Пауэлл. Ну, в общем, он пока сказал, что экономика упала в США в первом квартале. Второе, инфляция очень высока. Real GDP growth has picked up this quarter. Что-то я не уверен в этом. The tightening in financial conditions that we've seen in recent months should continue to temper growth and help bring demand into better balance with supply. As shown in our summary of economic projections, FOMC participants have marked down their projections for economic activity, with the median projection for real GDP growth running below 2% through 2024.
The labor market has remained extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low. Вау. Job vacancies Там at historical показали highs, главное, что and может быть, the и я сейчас tightening of перемотаю fiscal даже на rate. прогноз того, что они ждут, и это сразу можно заложить в ожидание, может быть, сейчас посмотрим. For summary of economic projections, FOMC 20. participants have marked down their projections for economic activity, with the median average of 408,000 jobs per month, Павел, down from the average pace seen earlier in the year, but still robust. Improvements in labor ну да, я market тоже не conditions have been согласился с этим. widespread, Многие в including for ленте, workers at значит, the lower говорят, end of the что wage distribution, Павел сказал, что as GDP, well as да, for African растет в Americans and США, и в то время как графика говорит совершенно об Labor обратном. demand И is он, в very принципе, strong, вначале скажет, что экономика while падает. labor supply remains subdued, with the labor force participation rate little changed since January. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance, easing the upward pressures on wages and prices. The median projection in the SEP for the unemployment rate rises somewhat over the next few years, moving from 3.7% at the end of this year to 4.1% in 2024, levels that are noticeably above the March projections. Total PCE prices rose 6.3%, excluding the volatile food and energy categories. Core prices rose 4.9%. In May, the 12-month change in the consumer price index came in above expectations at 8.6%, and the change in the core CPI was 6%. Aggregate demand is strong. Supply constraints have been larger and long-lasting than anticipated, and price pressures have spread to a broad range of goods and services. The surge in prices of crude oil and other commodities that resulted from Russia's invasion of Ukraine is boosting prices for gasoline and food, and is creating additional upward pressure on inflation. And COVID-related lockdowns in China are likely to exacerbate supply chain disruptions. FOMC participants have revised up their projections for inflation this year, particularly for total PCE inflation, given developments in food and energy prices. Видите, самый максимум ожидается в 2022 году. 5.2% this year and falls to 2.6% next вижу. year and Видите, 2.2% вот это in самое важное. 2024. Там было прогноз по инфляции, он был в 2022 самый максимальный. То есть, грубо говоря, где-то дно может быть именно там. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware они that high назвали inflation Китай с их poses ковидом и significant hardship, локдауном. especially on those least able to meet Россия, the higher вторжение costs of России, и, essentials like значит, food, она повлияла на housing, нефть and и газ. transportation. We are Громче highly музыку attentive не to the могу, risks потому что high она играет inflation далеко. poses Но to я both поднесу тебе в sides of our конце mandate, видео погромче. and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Against the backdrop of the rapidly evolving economic environment, our policy has been adapting, and it will continue to do so. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 0.75 percentage point, resulting in a 1.5 percentage point increase in the target range so far this year. The committee reiterated that it anticipates that ongoing increases in the target range will be appropriate. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. Coming out of our last meeting in May, there was a broad sense on the committee that a 0.5 percentage point increase in the target range should be considered at this meeting if economic and financial conditions evolved in line with expectations. We also stated that we were highly attentive to inflation risks and that we would be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook. ФРС понимает о том, Since что then, инфляция inflation has несет, again значит, surprised to the вред upside. стоимости Some там, indicators of жизни inflation проживания. expectations have risen, and projections for inflation this year have been revised up notably. In response to these developments, the committee decided that a larger increase in the target range was warranted at today's meeting. This continues our approach of expeditiously moving our policy rate up to more normal levels, and it will help ensure that longer-term inflation expectations remain well anchored at 2%. Так. Вот сейчас может быть получше со звуком, между прочим.
Мгм. Ну, развитие инфляции совершенно базовое. Из-за того, что инфляция вырос... Смотрим. Он скажет, что в ближайшие месяцы он видит, что инфляция пойдет ниже. Поэтому резко отреагировал рынок. Он не ожидал, что они поднимут ставку на 75. На следующей встрече они ждают 50 или 75 поднятия ставки. Павел не ожидает, что такие же поднятия ставки будет, значит, нормальным в будущем. То есть это как бы нормальная ситуация, когда они это сделали. Вот, видите, самое важное, на что сейчас реагирует рынок, Байден сказал, что, значит, есть в течение ближайших месяцев мы будем искать признаки того, что инфляция падает. И второй позитив за то, что он не ожидает, что 75 это будет таким постоянным поднятием. Так, вот так лучше. Все, тогда слушаем музыку. В следующий раз будет... Все, он сказал все, и сейчас будут теперь вопросы. Ну, только позитив, ребят, о том, что, значит, будут искать признаки затухания инфляции. Поэтому смотрим дальше. Все, я уже изменил звук. No, we always aim to provide as much clarity as we can about our policy intentions, subject to the inherent uncertainty in the economic outlook, because we think monetary policy is more effective when market participants understand how policy will evolve, when they understand our objective function, our reaction function. Да, должно быть так же, как раньше. And in the current highly unusual circumstances with inflation well above our goal, we think it's helpful to provide even more clarity than usual. Again, subject to uncertainty in the outlook. Я помню момент, когда Пауэлл выступил, Тесла поймала стоп, потому что рынок резко развернулся, полетел вверх, а на следующий день его распродали. Поэтому такая... And have generally shown that they understand the path we're laying out. Of course, it remains data dependent. And so that's what we generally think about guidance, and that's why we offer it. And of course, when I offered that guidance at the last meeting, I did say that it was subject to the economy performing about in line with expectations. Кстати, идея, значит, зашортить рынок, как только он опустит до 27,5. If data came in worse than expected, then we would consider moving even more aggressively. So we got the CPI data and also some data on inflation expectations late last week, and we thought for a while, well, this is the appropriate thing to do. So then the question is, what do you do? And do you wait 6 weeks to do it at the next meeting? And I think the answer is that's not where we are with this. So we decided we needed to go ahead and... Ну и больше ничего. ...a decision. Резко падает. Thanks for taking our questions. Gina Smilik with the New York Так, Times. смотрим за QQQ. Смотрим. I guess I wonder if you could describe for us a little bit how you're deciding how aggressive you need to be. So obviously 75 today. What did 75 achieve that 50 wouldn't have, and why not just go for a full percentage point at some point? Sure.
So, if you take a step back, what we're looking for is compelling evidence that inflationary pressures are abating and that inflation is moving back down. And we'd like to see that in the form of a series of declining monthly inflation readings. That's what we're looking for. And by this point, we had actually been expecting to see clear signs of at least inflation flattening out and ideally beginning to decline. We've said that we'd be data dependent, focused on incoming data, highly attentive to inflation risks, the things that I mentioned to Howard moments ago. So, contrary to expectations, inflation again surprised to the upside. Some indicators of inflation expectations have risen. We want to see a series of declining monthly inflation readings. В общем, они ожидают, вот чего он летит рынок вверх, что они увидят в ближайшие месяцы снижение инфляции. И это, естественно, главная причина для рынка. Почему он падал? Если он так говорит, вроде как позитивненько они думают, что инфляция будет падать. Здесь как МЮ тут же резко рисует два петля на одном и том же уровне. But the federal funds rate, even after this move, is at 1.6%. So, again, the committee is moving rates up expeditiously to more normal levels. And we came to the view that we'd like to do a little more front-end loading on that. So I think that the SEP gives you the levels that people think are appropriate at given points in time. This was really about the speed with which you would get there. So as I mentioned, we 75 basis points today. I said the next meeting could well be about a decision between 50 and 75. That would put us at the end of the July meeting, in that range, in that more normal range. And that's a desirable place to be because you begin to have more optionality there about the speed with which you would proceed going forward. Just talking about the SEP for a second, what it really says is that committee participants widely would like to see policy at a modestly restrictive level at the end of this year, and that's 6 months from now. And so much data and so much can happen. So remember how highly uncertain this is. But so that is generally a range of 3 to 3.5%. That's where people are, and that's what they want to see, knowing what they know now and understanding that we need to show resolve, but also be flexible to incoming data as we see it. If things are better, we don't need to do that much. And if they're not, then we either do that much or possibly even more. But in any case, it will be very data dependent. Then you're looking at next year, and what you're seeing is people see a bit more tightening in a range of maybe 3.5% to 4%. And that's generally what people see as the appropriate path for getting inflation under control and starting back down and getting back down to 2%. So 75 basis points seemed like the right thing to do at this meeting, and that's what we did. Steve Leisman, CNBC. Thank you for taking my question, Mr. Chairman. You have not used the phrase in a long time, monetary policy is in a good place, which is a phrase that you used to use often. Now that the committee is projecting 4% or 3.8% next year in terms of the funds rate, which is similar to where the market is now, the futures market of 4% funds rate next year. Do you think that's a level that is going to be sufficiently high enough to deal with and bring down the inflation problem? And just as a follow-up, could you break that apart for me? How much of that is restrictive and how much of that is a normal positive rate that ought to be embedded or not, in your opinion, in the funds rate? Thank you. Sure. So the question really is, how high does the rate really need to go? And this is, the estimates on the committee are in that range of 3.5% to 4%. Мы видим, как Юбики дошел точно до своего сопротивления, до своей 10-й скользящей. Посмотрим, что будет дальше. Но это та точка входа, которую я определил. Стопом будет, если Юбики будет пробивать свой максимум. Давайте скажем 280, 287, если Юбики дойдет, я закрою. Может быть, $100 real rates are positive. That's not true at the short end. At the short end of the yield curve in the early years, you don't have real negative rates still. So that really is one data point. It's one part of financial conditions. So I think I have to look at it this way. We move the policy rate. That affects financial conditions, and that affects the economy. We have, of course, rigorous ways to think about it,
But ultimately, it comes down to, do we think financial conditions are in a place where they're